Кто не любит игрушки? Все любят. Дети, взрослые. Я не раз, заходя в салон связи, чтобы пополнить телефон, пялился на мрачного вида квадрокоптеры с космической стоимостью. Думаю, и вы тоже. И совсем недавно одна из дочек Xiaomi, компания Yopin, выпустила довольно большой и бесполезный дрон, крайне странной наружности и с не менее странными габаритами. Tube 329, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, кратко, быстро и емко я расскажу вам об абсолютно бесполезном с практической точки зрения девайсе — квадрокоптере Xiaomi Yopin NLO. И привлекла эта штука меня в первую очередь принадлежностью к концерну Xiaomi, ну а во вторую очередь своими габаритами. Но обо всем по порядку. 10 фактов о странном квадрокоптере Xiaomi Yopin NLO. Коробка у аппарата подобна тому, во что упаковывали китайский ширпотреб в 90-е годы. Я таких печальных карабулек давно в своей жизни не встречал, но все бывает, так сказать. В комплекте квадрокоптер, 2 аккумулятора на 600 мАч, инструкция на китайском и английском языках. Когда первый раз увидел инструкцию, подумал, что купил киборга. Ну, очень много информации для такой маленькой вещицы. Зато все подробно. Также в комплекте у меня был пульт управления и зарядное устройство для аккумуляторов квадрокоптера и зарядник отдельно для пульта управления. Все с виду среднего качества, ну а главное без брака. Размеры аппарата, если не поражают воображение взрослого, воображение ребенка поражают точно. Сын от габаритов этой штуковины был просто в восторге. В диаметре квадрокоптер 20 см, а высотой целых 5 см. Вес всего 43 грамма вместе с аккумулятором на борту, и кто не подписан, подписываемся, на канале больше 300 подобных быстрых обзоров и стабильные розыгрыши. Сейчас можно выиграть умные часы Amazfit GTS, Mi Band 4 и 2 колонки Tronsmart. Все условия в описании к видео. Цветов у квадрокоптера в продаже всего 2. По факту в рекламе я видел еще третий цвет, миксованный, но в продаже пока не встречал. Цена вместе с пультом управления плавает в районе $35 плюс-минус за версию с пультом. До $25 в версии без пульта. В идеале, как пульт, можно использовать все, что имеет инфракрасный датчик, хоть телефон. Так что покупать комплект с пультом смысла особого нет. Работает от одной батарейки аппарат не меньше 7 минут. У меня, во всяком случае, он летал примерно столько. Но вот информация, что девайс левитирует на 10 сантиметров ввысь от объекта, в корне неверна. Залетает эта штуковина минимум на метров 6 в высоту. Иногда летает довольно хаотично. И учитывая, что у нее 2 скорости, порой угнаться за ней просто невозможно. Стартует аппарат либо при нажатии кнопки на пульте управления, когда он соединен с аппаратом, либо от того, что вы его просто подбросите, когда он не соединен. И еще для справки, когда лампы квадрокоптера мигают зеленым, угнаться за ним вы сможете. Если вдруг загорится синий цвет, скорость максимальная, вы его точно не догоните. Ищите глазами, куда он улетит, а потом уже забирайте. Аккумуляторы меняются крайне просто в любых условиях. Заряжаются около часа каждый. Защита от падения у него просто супер, но нет и намека на защиту от попадания влаги. Хотя у меня он пару дождливых дней пережил без приключений и до сих пор работает. На борту много лет огоньков, конечно же, ABS пластик, никаких запасных пропеллеров в комплекте у меня не было, хотя вроде бы на сайте указано, что они должны быть. Но спор открывать я не стал. Резюмировать сегодня в принципе нечем. Игрушка от Xiaomi по моим меркам, учитывая доставку и качество, с адекватной ценой. Ссылка на покупку, как всегда, будет в описании к видео. Можете там и отзывы заодно на нее прочитать. Но однозначно игруля для детей. Так что если вы фанат Xiaomi, я ее советую. Спасибо за просмотр. Девайсу да или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.